Всем привет, вы на канале Мир это просто, меня зовут Алексей Борода, как всегда. С нами Григорий Александрович. Григорий Александрович, привет. У нас сегодня интересная штука, это у нас что, Лобаев LR10. Да. Вот, причем под номером 001, что бы это ни значило. Да, Григорий Александрович? Ну что, сейчас Григорий Александрович у нас расскажет, значит, что это за оружие, для чего, куда, кого, как говорится. И еще мы, да, что-то хотим, пристрелку? Да, мы все покажем. Все покажем и расскажем. Значит, что у нас? У нас винтовка в 308 калибре на платформе AR-10. Это, существует две философии в мире. Это платформа автомата Калашникова и М16, так называемая. Она в гражданском... М это military, а в гражданском обозначении она AR имеет, AR-15. AR это в 223 калибре, AR-10 это в 308 калибре. Вот. И вот что мы с вами здесь имеем. Это винтовка на платформе AR-10, это винтовка Лобаева, винтовка с матчевым стволом. Полминутки он выдает на полуавтомате. Вот, в ходе... Это какое расстояние? На километр? Нет. Ну, это техническая куча ствола, она измеряется на 100 метрах. То есть мы сделали из нее там практически очередями 380 выстрелов, после чего в ходе вот этой вот работы была отлажена такая штука, как затворная задержка. Почему-то в прошлом видео я все время называл ее ствольной от волнения. Вот. Это, короче, мы все эти узлы отработали, задержки, посмотрели, какие что. Значит, чем примечательна платформа AR? Платформа AR, в отличие от Калашмата, это конструктор. Значит, производитель всегда, любой, взять, например, есть производитель Colt, да, или там производитель там... Винчестер мой любимый там. Любой, да, иностранный концерн делает платформу AR. И они плюс-минус друг к другу подходят. Состоит он из апера и ловера. Вот. Платформа отработана много лет, так же, как и Калашников. Так вот, значит, его выпускают как конструктор. По сути, индустрия настолько огромная, что ложе, рукоятку, приклад, цевье, рукоятку, все это меняется, все это пилится, все это каким-то образом дорабатывается, потому что индивидуальность стоит в голове угла. Да, и вот поэтому этот конструктор вот такой. Производитель знает прекрасно, что вот этот узел там будет 100% совершен сразу. Здесь есть порядка 50 различных видов УСМ. Огромное количество компаний их производит с любыми крючками, с прямыми, с усилием там, в несколько грамм от нескольких килограмм. То есть вот огромное количество людей занято в этой индустрии, и вот наконец-то частная компания оружейная российская стала выпускать на этой платформе винтовку. Вот. Мы ее испытывали, сегодня будем продолжать испытания. Вот, поэтому вот про нее мы и расскажем. Давай так, теперь я чуть-чуть поумничаю, поспрашиваю. Давай. Ну, во-первых, не получилось, так сказать, корыстный вопрос, а не AR-10 ли это? Григорий Александрович сам сказал, что это она. Но это платформа, да, на которой все это делается. Знаете, чтобы здесь поменять калибр, достаточно вот апер вместе со стволом убрать и поставить сюда другой калибр. Людям, кстати, людям скажем, кто наши другие видео там не смотрел, что апер верхняя часть, как условно вот это вот, ловер это вот эта часть. Да, я могу показать вам эту историю, все. Значит, как говорится... Туда штифтики 2 штуки. Да, Григорий Александрович, у нас есть там видео, я думаю. Все знаете. Мы все разбирали, там, ребят, кому интересно, ссылочки будут в описании, там у нас Богдан все рассказывал. Все это разбирает, да, кстати, чистится. Кто как не Богдан, знает про эту винтовку. Вот, да. Вот, ловер это апер. Да. Собственно, кто считал, что как бы Калашников простая конструкция, вот посмотрите, пожалуйста, на платформу AR. Да. Значит, вот у нас затвор. Да. Собственно, все.
Ничего не делая, никакие там Да. пружины, ствольные коробки. Там. Причем я от Всё себя просто. еще хочу, Григорий Александрович, сказать. Интересная штука. Вот мы Вот представим, винтовка что собрана. в Калашникове, ну вот идет, да, какая-то там, скажем, работаешь ты из Калашникова, да, Угу. и у него происходит, например, затыкание ствола землей, ну мало ли в глину ты его сунул, да, там, или еще что-то. У него вот эта ствольная коробка у Калашникова отлетает прямо в глаз. Ну, если вы деться газом некуда людям объясним, то газы выходят туда, куда они могут выйти, соответственно, тебе, блядь, в лоб. То здесь этого произойти не может. Здесь тоже газы идут в лоб. Здесь вот есть щель в затворе. И вот в эту щель вот, видишь? все идет. И, собственно, и затвор вот этот тоже может прийти к тебе. Тоже может прийти. Вот, видите, а я этого не знал, как раз хотел уточнить. Да. Ну, то есть и там это... Нет. Оружие – это механизм. И идеальных механизмов еще не создано. В Конечно. противном случае не было бы продолжателей, стольких продолжателей. Значит, есть множество ателье, которые дорабатывают эти винтовки, то есть облегчают их, делают вот эти вот окна прозрачными, то есть они выбирают этот металл нужный. Видите, как он, например, вот здесь вот исполнено. Да. Вот, то есть облегчают максимально винтовку, но еще раз, когда винтовку готовит человек, он готовит ее под свои задачи, под себя. Конечно. Когда человек начинает пилить оружие, он уже, значит, имеет достаточный настрел для того, чтобы понимать, что он делает, потому что это не шутка. Конечно. Вот. И, смотрите, давайте про оснащение винтовки. Значит, винтовка оснащается вот такой рукояткой Лобаева. Это с винтовки Сурбаны, да, она достаточно удобная для удержания. Вот. Вместе с комплектом, в комплекте идут 4 магазина пластиковых 20-местных от нашей оружейной компании Павган. Вот. Павган, да. Да, это известная компания. Вот, они делают предметы из пластика. Достаточно надежно они все это дело производят. Вот. Павган, кстати, специализируется в том числе на пластиковой доработке автомат Калашникова и платформ АР и 10, и 15. И вставлю быстренько. Кстати, тоже еще одно видео с Богданом прикреплю. Там мы 3 арки его проверяли. Одна Defense, одна как раз вся вот, говоришь, в дырках. Да. Она такая у него новогодняя, красная там. Ну, еще одна, короче, его соревновательная. Ну да. Вот. Так. Значит, здесь на резьбе 18.1 комплектуется. Ну это стандартная же у нас резьба, это насколько стандартная я помню. резьба, комплектуется вот таким вот ДТК. Реактивный. Естественно. И я вот купил себе вот такую баночку. Называется она... Ну, ДТК закрытого типа. Hunter Max, да, от компании Boss. Это боссовская. Да. Неплохо она справляется с 308 калибром. Нам очень нравится, поэтому мы используем вот такие баночки. Так, по цене что-то будем говорить, Григорий Александрович, или пускай для людей будет... Слушай, задача наша сейчас рассказать, что мы имеем, да, что производят различные люди. Есть такое чудо чудесное интернет, там они найдут свои цены. Это видео, возможно, будут смотреть через 5 лет, через 7 лет. Да, логично. Да. Ну, надо понимать просто, что это не автомат Калашникова, и цена, соответственно, не как на автомат Калашникова. Это раз. Еще момент такой, что вот смотрите, как работает как раз затворная задержка. Видите, мы отвели затвор назад. Здесь смотрите, вот эти. Ее мы с двух сторон, правильно можем, или с одной? Она, видите, вот играет. Во, и поэтому, классно. когда вы досылаете обратно, не нужно давить сюда или сюда, нужно давить в центр. В центр, потому что, вот смотрите, вот раз. Вот, понял. Далее, вот эта штука создана для того, чтобы добивать затвор, если возвратной пружине не хватило сил, например, вот так вот закрыть канал ствола, мы нажимаем на вот эту вот историю. Кстати, ремарочку сразу можно от себя. Пожалуйста. В АР-15, который у нас стреляет 223-м патроном, штатно не идут такие вещи, то есть у нее просто надо с одной стороны там такая вот крючочек, его тянешь же, да, людям просто скажем. А здесь Лобаев доработал, классная тема. Значит, вот так у нас встает она, видите, на затвор-задержку, да. Вот, эта крышечка автоматически открывается, и все. И, собственно, мы снимаем
Нажимаем на спуск. Значит, еще раз говорю, УСМ ставится сюда, ну, просто огромное количество Но иностранных. это Это стандартный, ага, да. который Лобаев, грубо говоря, его комплектует. Да. Ну, еще раз говорю, мы уже заказали сюда другой. Еще раз, винтовка производится универсальная. Она производится в том числе и для вооруженных сил Российской Федерации. Сейчас она уже достаточно успешно она выполняет задачи. Вот. Также она поставляется и на гражданский рынок. И еще раз, множество ателье, множество мнений. Каждый эту винтовку может точить под себя бесчисленное количество раз, вот, соблюдая законодательство. Хорошо. Гриш, вопрос сразу у меня Да. вот изначально еще был. Ствол. А вот ты говоришь, это какой ствол-то? Ну, То есть толще, чем обычно? Это тяжелый контур. Тяжелый да, контур. Это тяжелый контур, он heavy ствол. Значит, он в 308 калибре. Здесь 10-й твист, длина ствола 60 миллиметров. Вот, и как бы, что позволяет выполнять задачи. Вот мы на испытаниях стреляли и на 1152 метра, Хорошо. и так вышло, мы почти попали на 1400. Вообще там, хорошо. 10 центиков мы там не зашли. Но еще раз, время течет, мы ежедневно что-то делаем. Вот. Повторюсь, предела совершенства нет. Сейчас придут сюда сошки, придет сюда дополнительное оборудование, придет сюда, может быть, мы поставим другой ДТК. Ну, вот. И наша задача разогнать ее до мили. Круто. И я думаю, что эта задача До морской мили, до выполнима. километра 800 или Нет, до нет, нет. сухопутной? Ну, мы же стреляем Ну да, в сухопутные стреляем, по кораблям мы не стреляем. 1600, вот у нас на стрельбище есть дистанция 1541 метр, да, вот я думаю, что мы в течение там пару недель зайдем туда. Еще ребятам от себя хочу сказать, что арка, ну, будем так, да, говорить, очень круто сбалансирована. То есть с нее стрелять тоже даже стоя можно. Он тяжелая, понятно. Ну, блин, это кайф вообще. Да, еще раз, задачи разные. 223 это один карабин. Конечно. 308 с обычным стволом это другой карабин. Сменяем ствол, совершенно меняются задачи. Уже, я, конечно же, ну, я надеюсь, мне здоровье позволит, возможно, бахнуть матч по практической стрельбе в классе мажор, open с нее. Вот. Но вот я скажу вам, что вот у этой винтовки задача уже такая, она уже больше снайперская, чем карабин для беготни. Ну да, блин, ну... Хотя она, еще раз говорю, достаточно универсальна для того, чтобы и с руки пострелять с нее, и на большие расстояния достаточно точно и кучно. Теперь вопрос, все-таки мы становимся потихоньку журналистами военными, не военными, оружейными. Да. Вопрос от себя тебе лично. Да. Вот тебе какой Лобаев больше нравится, волкодав, Урбан или этот? Вот без этих там, Лёш, там, просто визуально. Во-первых, это три разных винтовки. Визуально. Визуально, конечно же, АР. Да. Конечно же, АР. Конечно же, АР. Да. И мне тоже. Значит, еще мы будем комплектовать ее в рамках испытаний вот таким вот приборчиком. Это предобъективная насадка. Ух ты. Вот. А что это такое, пожалуйста? Это тепловизионная предобъективная насадка. Она надевается на штатные прицельные приспособления открытого типа, то есть вот на оптический прицел. Заводим его. Ага, класс. Закрываем. Офигеть. Закрываем. И у нас получается эта винтовка становится еще и тепловизионная с использованием сетки своего штатного прицела. Я извиняюсь, что у меня привстал. Вот, блять, какая она красивая. Значит, вот этот комплекс мы закупили при помощи самарских предпринимателей. Вот сейчас используем вот на моей винтовке мы используем прицел и предобъективную насадку для отправки в одно из спецподразделений наших силовиков Министерства обороны. Вот, то есть мы их сейчас испытаем, посмотрим, что это реально работает, и только после этого отправим парням. То есть оно закуплено это на деньги самарских предпринимателей, и то есть это не моя история. Мы продолжаем испытания. Как бы, когда ты стреляешь в высокоточку или стреляешь там на
на стрельбище каждый выстрел для нас это, по сути, лабораторная работа, которую ты ставишь перед собой какие-то задачи и посредством выстрела ее решаешь. Вот. Мы как бы расширяем круг этих задач постоянно для себя и для огромного количества компаний мы делаем испытания, как производителей оптических прицелов, тепловизионных прицелов, насадок и там так далее. Банок, стволов и все, что стреляет. Вот мы испытываем патроны, мы испытываем пули, мы испытываем баллистические здесь все истории. Вот, как бы задача такая, что мы отвечаем сейчас на вопросы, которые нам задает солдат с передовой. Он его формулирует, мы на него четко даем ответ. Вот, используя свой опыт. Вот, собственно, для чего эта арка нужна. Это просто... Ну да, это очень красивый винтовка. Это очень красивое оружие. Да. Ну, в общем, вот... мы не будем угрожать оператору. Да, мы же даже... помним, что первое правило обращения с оружием – это оружие всегда заряжено. Конечно. Ну и как вы уже заметили наверняка в кадре, у нас мы будем применять Барнаульский патронный завод. Всем ребятам, которые говорят, что ой-ой, а не жалко нам ствол. Ребят, нам жалко свои глаза, когда мы читаем комментарии вот об этом. Да. И жалко свои уши, когда мы слышим: не щелкай курком в холостую, не стреляй барнаулом. Мы стреляем, знаем. Мы с достоверностью знаем, что самозарядный патрон намного точнее. Мы знаем, что холостить не опасно. Все, что мы делаем на стрельбище в режиме ежедневном. Это наша профессия. Если для вас это там хобби или что-то еще, в общем, для нас это профессия, которую мы для себя в жизни избрали, и мы ей следуем. Еще раз говорю, каждый вопрос, который мы ставим перед собой, мы ставим под сомнение, и по итогу, как бы посредством проведения лабораторной работы, мы получаем для себя ответ. Значит, Барнаульский патронный завод применим на дистанциях до 1000 метров смело. Да, значит, для охотников как бы вот такая вот история. На 1000 метрах энергия пули Full Metal Jacket массой 9,7 грамм. Да, вот здесь у нас 10,9 грамм. Вот энергии этой пули хватит на то, чтобы Хрюшу прострелить насквозь. Кстати, да, у нас Андрюха, наш Шиханов, рассказывал, у него же этот Браунинг, мы его снимали тоже он таким же патроном стреляет. Еще раз. Шикарно. Да, все те люди, которые говорят, что стволу от этого плохо, мужики, сколько стволов вы сожгли этим патроном? Это вот первый, вот у меня к вам вопрос аргументированный. Если, допустим, вы сожгли ствол за 8000 выстрелов с самосадом, там какой-нибудь Лапуа Сценар там, или там любой другой пули вы применяли, затем, проводя лабораторную работу, вы взяли ствол и отстреляли там, допустим, 6000 барнаулом, и на том группа ваша пошла, вот как бы я тогда буду хоть чуть-чуть прислушиваться к вашему мнению. Дело в том, что стрельбище это то место, где разрушается любой миф. Стрелковый миф. И приезжайте на стрельбище. Еще раз, у меня нет цели вас оскорбить ни в коем случае. И у меня тоже. Больше, например, больше урон охотник причиняет своей винтовке, занося винтовку с охоты в теплое помещение. Да? Потому что там появляется конденсат даже в тех местах, в которых охотник никогда не сможет достать там никакой выкладкой, тряпочкой или что-то еще. Да? И естественно, когда вы, побыв немножко и погревшись в теплом помещении на охоте, выходите оттуда вместе со своей винтовкой, весь тот конденсат, который на ней образовался, превращается в лед, естественно. Вот, он в том числе по закону физики он расширяется, и вы получаете то, что вы получаете. Вы получаете разрушенный ствол, вы получаете разрушенные какие-то детали. И еще раз говорю, винтовка лишь механизм. Это инструмент. Вот. Далее, патрон, это патрон, вот, и, что называется, не оружие убивает человек, и не ложка делает человека толстым, а человек. 100%. Да, поэтому это прописные истины, чтобы не было там реклама Барнаульского патронного завода. Да нет, да, мы стреляем любым патроном, который у нас есть. Что мы делаем? Мы изучаем. Значит, задача наша подобрать массу пули, и скорость ее к твисту ствола. Я не зря
обратил ваше внимание, когда сказал, что одна из самых важных характеристик ствола – это длина ствола, ну там после калибра. Это длина ствола, контур ствола и его твист. Значит, наша задача подобрать свою пулю к своему стволу. Вот на научном, не на научном, а на стрелковом языке это выглядит примерно так. Масса пули к твисту. Значит, у нас легкий твист, легкая пуля, тяжелый твист, тяжелая пуля. Все. Тогда давайте постреляем. Давайте постреляем. Да. Так, Да, ну вот видишь, чё? ты вставляешь по-калашовски. Да. А ты должен просто вставить туда. Привычка, вот так. да, привычка наверх. уже. Не получилось у тебя. Нет? Смотри, ты до конца не вставил, видишь, он сходит. Ага. Поэтому, смотри, Вот не имеется вот тоже в такое виду. движение, Мгм. а вот ты по прямой вставляешь его до конца и подбиваешь. А, вот что. Вот, Вот, ребят, теперь. тоже. Ага. Да, теперь ты патрон в патроннике. Людям как раз тоже объясним. Да. Все, пожалуйста. Отдача 0, да? Да? По моему хвату, да, держать тяжело. То есть его все-таки надо прямой рукой держать. Угу. Потому что так устаешь. Вот так, конечно. Во, вот так, да, попроще, понятно. Так, ну что, бахаем? Огонь. Песня. Так, разряжаемся, как обычно. Кнопочка, да. Пожалуйста, и Затвор назад. патрончик. Оп, контрольный. Да. Обязательно. Так. Понятно, что в рамках передачи мы обо всем сказать не можем. Вот, но мы будем следить за судьбой этой винтовки, благо она здесь осела. Да. Вот, здесь она будет продолжать свой путь Ага. учебный, да, то есть испытательный путь. Она, на нее будет ставиться, еще раз говорю, различное оборудование, Мгм. возможно, меняться стволы там, когда. То есть мы будем отвечать, ставить перед собой вопросы и отвечать получать на них ответы. Так. Вот задача этой винтовки. Людям еще скажу от себя, что винтовка тяжелая, даже я 100 килограмм во мне, да, там я мастер спорта, и мне вот по моему хвату, как я сказал, уже вообще некомфортно. То есть в каких-то экстренных ситуациях, ну понятно, там когда адреналин, там уже, блядь, будешь стрелять как хочешь, это понятно. Нет, смотри, когда оружие будет твое, Ну да. ты подгонишь оружие под себя, Ага, и оно будет именно под те задачи, которые ты выполняешь. Просто ты сейчас, будучи там здоровым мужиком, взял эту винтовку, чтобы пострелять ее просто с рук, не отрегулировав под себя ни приклад. А, ну да, кстати. Да, ты просто ее схватил Ага. и отстрелялся, просто на впечатление. Поэтому строить впечатление об оружии Ну да. и делать какие-то выводы на основании такого мимолетного знакомства, по сути, ты коснулся воды вот так вот. раз, Да, да. а нужно конечно. купаться. Конечно. Нужно прям нырнуть, искупаться, Конечно, конечно. научиться плавать. Ну, тяжелая в любом случае, это уже она для всех тяжелая. Ну, Да, потому да, что да, она другой да. не может быть, точная, хорошая Да. винтовка. Вот и все. Задачи у нее совсем другие. Поэтому вот выбирайте оружие всегда под те задачи, которые вы перед собой сами ставите. Это очень важно, чтобы не ошибиться в дальнейшем и чтобы получать от оружия удовольствие, чтобы не пилить его там, да, а пилить его только потом, когда там, возможно, когда вы дорастете до оружия. Конечно. Потому что конечно. априори правило таково, что винтовка точнее нас. Да. И наша задача не мешать ей попадать. Да, и задача это нетривиальная, скажем прямо. Поэтому учитесь, приезжайте. Вот. Да. И у нас все будет хорошо. Вот О! это сама стоит. Стоит. Да. Вы на канале Мир это просто. Алексей Борода, Григорий Саныч с нами. Будь здоров. Все, подкаст, кстати, там смотрите с Григорием Санычем по ссылке будет. Все, пока-пока.